Журнал капитанов. Звездная дата 6295.3. Командование Звездного флота приказало Энтерпрайзу прибыть в сектор Альдебаран. В то же время меня и Спока отозвали на секретное совещание на звездную базу Каринфа-4. Посадка на планету через 30 минут, капитан. Спасибо, что потратили личное время, чтобы доставить нас, Сулу. Сэр, могу я отметить, что коммюнике предписывало прибыть на базу только мне и вам. Я вполне способен был самостоятельно пилотировать шаттл. Тогда бы у меня не было шанса посидеть в музее на Каринфе-4. У них самая большая в квадранте коллекция исторического огнестрельного оружия. Прямо как в сказку попасть. Понятно. Доктор, а ваше увлечение также распространяется на огнестрельное оружие? О, так и есть, мистер Спок. Меня всегда тянуло к ручному оружию. Рядом с нами есть несколько орионских колоний. Я использую свободное время для изучения социальных перемен в синдикате. После случая за Минхоном. Есть какие-нибудь успехи? Возможно. Возможно, даже слишком большие. Там немало очень разозленных людей. Достаточно разозленных, чтобы начать новую гражданскую войну. История говорит, что угнетение любой части населения приводит в долгосрочной перспективе к социальной катастрофе. Верно? Но это не значит, что влияние прошлого нельзя преодолеть. Моя мать рассказывала мне истории о моем прадеде, который вырос в лагере для интернированных на Земле во время Второй мировой. Видел бы он меня сейчас. Что ж, это 23 век. Все возможно. Джентльмен, добро пожаловать на Каринф-4. Могу ли я вас угостить? Ух ты! Это то, о чем я думаю? Ну, это зависит от того, о чем вы думаете. Но, скорее всего, да. Одно из преимуществ жизни во многих световых годах от штаб-квартиры Федерации. После моих слов вам это может понадобиться. Мистер Спок? Спокоен нервы. Благодарю, капитан, но в этом нет необходимости. Так, коммодор, чем мы обязаны всей этой радости? Капитан, я знаю, что у нас были разногласия. Однако, учитывая обстоятельства, я думаю, что мы сможем о них забыть. Погиб экипаж Худа. Погиб? Ваше коммюнике было довольно неопределенным. Отказ системы жизнеобеспечения. Нет оснований что-то подозревать. Просто несчастный случай. Очень несчастный. Да. Сам корабль не поврежден, Энтерпрайз отправили вернуть его. Но вы так и не сказали, зачем мы здесь? Вас пригласили, Джим, из профессиональной этики. Я думаю, что вы захотите лично услышать то, что я сейчас скажу. Худу потребуется новая команда и новый капитан. Лексингтон потерян. Как насчет коммодора Уэсли? Он досрочно вышел в отставку. Не мне вам напоминать, но наш флот за последние несколько лет понес немалые потери. Фрагут уже списали? У нас в строю сейчас только 7 кораблей класса Конституция, и нам нужны опытные офицеры на мостиках. Я знаю только одного кандидата, достаточно квалифицированного для принятия командования Худом. Поздравляю, капитан Спок. Космос. Последний рубеж.
Это путешествие корабля Enterprise. Он продолжает миссию исследования неизвестных новых миров, поиска новой жизни и новых цивилизаций. Поход туда, куда не ступала нога человека. Звездный путь продолжается. Основан на сериале Джина Роденберри «Звездный путь». В главных ролях Ник Миньона, Тодд Хабберкорн в роли мистера Спока, Чак Хубер в роли доктора Маккоя и Крис Духан в роли мистера Скотта. Навстречу ветрам. Судовой журнал, звездная дата 6295.5, лейтенант командор Скотт. Enterprise был направлен на край Федерации в бета-квадранте для спасения USS Hood. В эфире все спокойно, мистер Скотт. Во время отказа жизнеобеспечения Худ исследовал подпространственную аномалию. Астрофизический анализ. Возможно, они неправильно компенсировали гравитационные эффекты. Весь экипаж. А мы удивляемся, почему у людей нет крыльев. Такой риск мы принимаем, поступая на службу, дружок. И те 400 знали это, но легче от этого не становится. Сохраняйте текущий курс. Да, сэр. Прибудем на Альдебаран через 3 часа. Уведомите Звездный флот. Скотт инженерный, приготовьте тягловый луч. Отбуксируем этого красавца обратно в порт. Ну, за нового капитана USS Hood. Должен признаться, меня не радует мысль потерять лучшего офицера. Но думаю, я знал, что этот день наступит. Минуточку, джентльмены. Тут может быть сложность. Еще один офицер претендует на этот пост. Командор Гаррет земного космического дока. Гаррет? Очень неопытный офицер. Звездный флот считает, что она не самый подходящий вариант. Со всем уважением к мистеру Споку, у Гаррет образцовый послужной список. Но думаю, в этом командор Гаррет согласилась бы с вами. Она подала апелляцию командованию Звездного флота. Она полагает, что избирательно недооценили, потому что она женщина. А у нее есть какие-нибудь основания так считать? Объединенная Федерация планет была основана более века назад, как беспрецедентный союз людей, вулканцев, андриан и телларитов. Ромуланская угроза тогда была весьма велика. Для Земли было жизненно важно подружиться с крупными силами в регионе, военными силами. Вы ведь имели дело с телларитами, капитан? Это было несравненное удовольствие. Тогда скажу прямо, жители Теллар Прайм весьма конфликтны. Их культура основана на оскорблениях, ссорах, враждебности, что делает из них отличных политиков. Мой отец и я на личном примере знаем враждебность телларитов. Тогда вы поймете, без телларитских ресурсов у Земли мало шансов пережить вторжение Ромулан. Коммодор, при всем уважении к этому уроку истории, в обществе телларитов всегда косо смотрели на женщин, служащих капитанами. Всегда. Но Федерация, несомненно, не связана с отсталой социальной политикой одного из членов. Нет, конечно. Но после весьма непростого приема в Федерацию Коридана, теллариты высказали предположение, что они могли бы выйти из Совета. Было бы неразумно и дальше их раздражать. Позвольте мне говорить свободно, сэр. Разумеется. Лора. С самого основания Звездного флота там были женщины-капитаны. Да вы и сама отличный пример. Я командую звездной базой, а не кораблем класса Конституция. Я хорошо вас понимаю, поверьте. Как никто другой понимаю. Сэр, несмотря на то, что сейчас нет женщин-капитанов звездолетов, я совершенно уверен, что нет никаких официальных запретов подобного. Официальных. И хотя это предложение делает мне честь, если командор Гаррет и правда обладает большей квалификацией, чем я, было бы неэтично обойти ее в повышении просто на основании того, что она женщина. Согласен?
Она заслуживает корабля, коммодор? Понятно. Что ж, не завидую я тому, кто будет объяснять это туларитскому послу. Войдите. Распаковываешься, как погляжу? Поскольку неизвестно, насколько я здесь, логика подсказывает мне обустроить это жилье по вкусу. Есть смысл. Капитан, после тщательного рассмотрения, я пришел к выводу, что логика также указывает на то, что я могу оказаться более подходящим кандидатом на эту должность. Я должен учесть то, что Звездный флот мог быть прав с их назначением. Тут речь не только о логике, Спок. Речь о справедливости. Боже, после всего, через что мы прошли, мы даже не должны вести этот разговор. Моя позиция не основывается на поле, командор Гаррет, а может быть должна бы. Несмотря на наш устав, наши ценности, Звездный флот никогда не доверял женщине командование кораблем класса Конституция. Мне бы хотелось сказать себе, что так просто карты легли, но... Возможно, здесь надо руководствоваться общим благом. Если цель в том, чтобы назначить женщину на этот пост, то коммодор Грей будет самым подходящим вариантом. Она не хочет корабль? Похоже, что Гаррет будет здесь. Коммодор поручила мне опросить ее, составить собственное мнение. Но по правде говоря, Спок, я не могу представить для хода лучшего капитана, чем Гаррет. Возможно. А возможно, ты просто не можешь представить себе Энтерпрайз без меня. Я ценю твое доверие. И мне тоже представить, как я покидаю корабль, очень непросто. Но ты не можешь позволить этому грузу влиять на твое решение. Разве это возможно? Я всего лишь человек, Спок. Капитан, я позволил себе ознакомиться с отчетом о пригодности командора Гаррет. Рекомендую прочесть его перед вашей встречей. Вы можете найти его весьма содержательным. Сэр, Худ появился на наших сенсорах. Полный стоп, не будем пока подходить ближе. Полный стоп. Нет признаков жизни. Следите за подпространственными завихрениями, мы же не хотим, чтобы с нами такое случилось. Командор, я не вижу ничего необычного в этой системе. Подтверждаю, ничего нет. Но в сообщении было ясно сказано, да, какая-то аномалия. Лейтенант, просканируйте ЭПС Худа. Да, сэр. Она определенно повреждена. Повреждение соответствует отчетам? Трудно сказать. Подцепить его тягловым мечом? Чё-то мне это не нравится. Слишком рискованно тащить его в док, ничего не зная о том, что с ним случилось. Командор, если дадите мне минутку, я мог бы восстановить жизнеобеспечение на его инженерной палубе. Сможете посмотреть поближе? Точно, так и стоит сделать. Диана, Гаррет докладывает о прибытии. Вольно, командор. Надеюсь, ваш полет с Земли прошел без происшествий? Без происшествий. Благодарю за беспокойство. Отлично, пожалуйста, садитесь. Сэр.
Прежде чем мы начнем, я хочу отметить, что понимаю, что мои возражения раздражают некоторых адмиралов. Ну, насколько я знаю, адмиралы легко раздражаются. Ой, не говорите. Я летела с вице-адмиралом Стомом от самого земного дока. Стом? Ну, он же просто вулканский бюрократ. И вы вынесли его, не попытавшись выброситься из шлюза? Ну, с трудом. Что ж, командор, я ознакомился с вашим делом. Вы довольно опытный офицер. Быстро получали повышение. Всего добились сами. Благодарю. Вижу, вы служили на корабле класса Конституция до его списания. Да. На самом первом. Наверное, нелегко было. Нападение на Нимбусе-3, потеряли там своего капитана. Я бы предпочла не обсуждать этот вопрос, сэр. Простите? Я уже все, что могла, рассказала о том происшествии, передала все журналы «Звездный флот», включая мои личные записи. Уверен, что так и есть. Я просто капитан, мои показания записаны. А теперь, с вашего позволения, я бы хотел вернуться в свою каюту. Я не спала уже 24 земных часа. Конечно, командор, можете отдохнуть. Благодарю. Мистер Скотт, мне удалось восстановить аварийное питание в инженерной худо. У вас есть 6, а может быть даже и 7 часов кислорода. Отличная работа, Мичман, так держать. Полет, нам надо изучить реактор на предмет гравитационных повреждений. Сэр, прошу включить меня в десантную группу. Не сегодня, приятель. Ухура, приготовьтесь для полного сканирования журналов худо, оденьтесь для спасательных работ. Жду вас транспортаторной через полчаса. Есть. Мистер Хедли, мостик ваш. Мистер Хейдли, мостик ваш. Ничего личного, Павел. Ты талантливый навигатор, но ты не сосредоточен. Командование, наука, инженерия. Мастер на все руки, плохо во всем. Выбери что-то, что тебе по душе, и держись его. Не узнаешь, пока не попробуешь. Доктор. Капитан ввел меня в курс дела. Я решил связаться и взглянуть, как у вас идут дела. Сейчас неподходящее время? Я был погружен в глубокую медитацию. Значит, неподходящее. Прошу прощения, что помешало. Можно поговорить позже, если пожелаете. Советник. Я хотел бы услышать вашу рекомендацию. Возможно, что сейчас было бы неразумно провоцировать таларитов. Мы оба знаем, что талариты любят угрожать, мистер Спок. И почти никогда не приводят угрозы в действие. Не похоже, что дело в этом. И в чем же, по-вашему, причина, доктор? Занять свое место на Энтерпрайзе было непросто. Было много тех, кто думал, что в советнике нет нужды. Но с высоты своих знаний и опыта могу сказать, что их не заботило то, что я женщина. И все же, я достаточно знакома с человеческой природой, чтобы понимать, что процесс обучения оценки других весьма многослоен. Если предрассудки и существуют, то они часто глубоки и подсознательны. Как один из тех, кому выпало, чтобы их внешность воспринималась как наиболее определяющая часть личности, я соглашусь, что люди, как и остальные расы, подвержены этому предрассудку. Как умышленно, так и неумышленно. Я не знаю, что готовит мне будущее, но если у меня когда-нибудь будет дочь, я бы хотела, чтобы она знала, что все на свете ей будет по плечу, если она приложит достаточно усилий. Несомненно.
Однако в деле командора Гаррет есть много моментов, требующих особого внимания. А скажите мне, Спок, будет ли ее дело изучаться с точно таким же вниманием, как если бы она была мужчиной? Я уверен, что да, доктор. Но никогда нельзя быть уверенным в чужих мотивах. Нет, нельзя. Но что мы точно можем, так это быть четко уверенными в своих. Капитан, я просил вас опросить командора Гаррет, а не злить ее. Я не хотел этого, командор. Хотели или нет, она подала прошение о немедленном рассмотрении вопроса о капитанстве Худа. Что за спешка? По правилам Звездного флота, комиссия из 3 человек проведет официальное слушание и вынесет окончательное решение. Адмирал Стом, я и следующий старший офицер на базе. Вы, капитан. Журнал капитана. Дополнение. Я был абсолютно уверен в своем решении о том, кому быть капитаном Худа. Но теперь уже не настолько. Эти слушания объявляются открытыми. На рассмотрение вопроса я назначаю представителя космического командования Стома и капитана USS Enterprise Джеймса Т. Кирка. Командоры Спок и Гаррет. У вас есть право просить о замене офицеров, если вы считаете, что у кого-то из них есть к вам скрытое предубеждение. Согласны вы ли с моей ролью председателя этого слушания? Да, сэр. Да, согласна, сэр. Отлично. Мистер Спок, если вы не против. Спок. Личный номер С-179-276-SP. Звание. Командор. Должность. Первый офицер. Офицер по науке. Текущее назначение. USS Enterprise. Личное дело командора Спока, разумеется, безупречно. Я предлагаю обойтись без формальности, если нет возражений. Нет, сэр. О, я возражаю. Я считаю, что характеристика мистера Спока имеет значение для нашего решения. Продолжайте. Награды. От Вулканского научного почетного легиона. Медали за отвагу. Дважды награжден командованием Звездного флота. Благодарю. Командор Спок, сколько вы уже служите в Звездном флоте? 19 лет, 5 месяцев и 20 дней. И большую часть этого времени вы служили офицером по науке на борту Энтерпрайза. Как под началом капитана Пайка, так и последние 4 года под началом капитана Кирка. Верно. Командор, если бы вас перевели на пост капитана Худа, что бы вы при этом почувствовали? Да, вы вулканец, но при этом и наполовину человек, верно? Да, адмирал. Мистер Спок, студентом вас приняли в Вулканскую академию наук. Огромная честь. Верно. И все же вы отказались от зачисления. Ваши человеческие эмоции сыграли роль в этом решении? Нет, сэр, не сыграли. Неточность, неверные данные. Кажется, что компьютер с вами не согласен, командор. Я возражаю против этого допроса. Это не суд над Споком. Его расовое наследие должно иметь не большее отношение к его пригодности на роль капитана, чем пол капитана Гаррет. Капитан Кирк, вы не согласны с тем, что личные способности, характер, суждения, достоинства хотя бы отчасти формируются наследием, убеждениями, полом? Я знаю, что сама мысль о женщине-капитане огорчает некоторых людей. Так ведь? Понятно. Давайте проясним кое-что. Для протокола.
Я абсолютно уверен, что пришло время для женщины-капитана на посту корабля класса Конституция. Но со всем уважением к командору Гаррет, я не считаю, что она та самая. Панель повреждена, нужно обойти ее, чтобы получить доступ к корабельным журналам. Проверьте коэффициент смешивания перед тем, как двигатели отключились, а я открою делитевую камеру. Посмотрим, насколько распались кристаллы. Гаррет, Диана Л. Личный номер SC-459-033-М. Звание – командор. Должность – первый офицер. Текущее назначение – земной космический док. Награды. Памятная почетная медаль Такера. Отличительная звезда Райзы. Айнерианская медаль за похвальную службу ущемленным культурам. Медали за отвагу. 4-жды награждена командованием Звездного флота. Командор Гаррет. Вы можете похвастаться весьма впечатляющим послужным списком. Очень впечатляющим. Несомненно. Но есть ряд моментов, на которые наше собрание не может не обратить внимания. Вы ведь входили в ту злополучную группу высадки на Нимбусе-3. Те членистоногие появились из ниоткуда. Да, я читал ваш отчет Звездному флоту. А также прочитал официальный отчет расследования инцидента. Коммодор? Там предполагается человеческая ошибка. То расследование проводил офицер Туларит. Я сам категоричным образом оспорил эти выводы. Я понимаю, что вы их оспорили. И никаких доказательств нарушения официально установлено не было. Официально. Тем не менее, вы и двое ваших подчиненных сослались в ходе разбирательства на 7-ю поправку, что по закону не может быть основанием для признания вины. В ваших записях есть немало других подобных инцидентов. Диана, в этом кресле я видел 2 офицеров. Одного с историей долгой безупречной службы и одного, проявляющего внезапную враждебность, когда в его точке зрения усомнились. Возможно, что враждебность – естественная реакция на чрезмерно пристальное внимание и дискриминацию. Мне хотелось бы заверить вас, что в вашей карьере к вам не применялись иные стандарты лишь потому, что вы оказались женщиной. Но, может быть, и применялись. Может быть, и ко мне. Я и правда не знаю. Но часть обязанностей капитана звездолета – учиться на ошибках, принимать последствия действия и бездействия, и признавать, когда он или она заблуждался. Я более чем в курсе требований к должности, коммодор. Я скажу лишь то, что говорил уже много раз. Я не заблуждаюсь. Фолик. Журналы, что мне удалось загрузить, согласуются с подпространственным разрывом. Но это... разлом. Он исчез. Что вы об этом думаете? Никогда ничего подобного не видела. Да какого? Закрыть камеру! Сэр, я фиксирую серьезный всплеск мощности в двигателях Худа. Энтерпрайз, у нас отказная система сдерживания, забирайте нас отсюда. Мостик транспортаторный, поднимайте. Их защитные щиты включились, невозможно обеспечить захват. Мы не можем вернуть их назад.
Скотт Энтерпрайзу, реактор в критическом состоянии. Сэр, я ничего не могу сделать. Можете сбросить ядро реактора? Цепи расплавились. Сколько у нас осталось? Минуты и секунды? Трудно сказать. Прости. Скотт Энтерпрайзу. Уходите отсюда как можно дальше. Встретитесь с капитаном на Каренте 4. Командор? Лейтенант, это прямой приказ. Да, сэр. Стойте! У меня есть идея. Позвольте занять орудийный пост, сэр. Верьте мне. Давай. Энтерпрайз, убирайтесь отсюда. Мистер Хедли, это прямой приказ. Чехов. Я могу передать неутронный алгоритм. Перегрузить уровень сигнала, заставить компьютер снять щиты. Ты рехнулся, Мичман? Это закрутить всю панель. Ты просто убьешься. Варп ядрохода в критическом состоянии. Глаза боятся, руки дерут. Их что-то упали, транспортаторные, вытаскивай их. Мы возвращаемся к текущим слушаниям. Перед вынесением вердикта мы готовы выслушать ходатайство. Хорошо. Всем встать. Адмирал, я предлагаю повысить до капитанского звания командора Гаррет. Я предлагаю повысить до капитанского звания командора Спока. Капитан Кирк. Сообщение коммодора Грей. Грей слушает. Сэр, получаем сообщение от Энтерпрайз. Они не смогли спасти Худ, коммодор. Он был уничтожен. Это Кирк. Что с моими людьми? Отчет еще поступает, сэр, но ни у кого из ваших людей нет серьезных травм. Понятно, конец связи. Леди и джентльмены, в свете новой информации продолжать не требуется. Боюсь, что так и есть. Командор Гаррет и я возвращаемся в земной космический док. Если позволите. Но основной это вопрос, ведь все еще в силе. Десятилетиями, как я считаю, назначение на ряд постов обходили способных офицеров просто потому, что они женщины. Можно не соглашаться. Черт. Может, это даже было не намеренно. Можно спрятаться за туалетской дипломатией, объяснить ее, оправдать. Но правда-то вот она. Командор Гаррет. Вы считаете, что к кому-то необходимо проявлять особое отношение, просто исходя из пола?
Веры? Расы? Если пол, вера или раса этого кого-то исторически использовались ради ограничений. Это был не вопрос. Возможно. Тем не менее, вот мой ответ. У Звездного флота есть возможность что-то изменить. Наши ценности, наше будущее. Есть множество офицеров-женщин, более чем способных командовать звездолетом. Возможно, это не выпадет мне, но определенно им. Думаю, с этим мы все согласимся. Спок. Мира и долгой жизни. Живите долго и процветайте. На минутку, доктор. Хоть на 2, Скотти. Ну, мистер, из всех безрассудных, непродуманных, безумных идей, я тоже рад вас видеть, сэр. Есть, сэр. Я уведомил лейтенанта Стома о ваших лихачествах, лейтенант. За такое под трибунал надо. Какого бы наказания я, по-вашему, не заслуживал, я... Лейтенант? Спасибо, что спасли нас, лейтенант Чехов. Сэр, так точно, сэр? Я подам официальную рекомендацию в инженерный корпус Звездного флота, чтобы на все наши корабли установили префиксный код щитов. А назовут его код Чехова. Не испытывай дачу, дружище. Хотя не буду врать, это была блестящая идея. Решил стать офицером-тактиком, тогда тебе стоит поговорить с мистером Дрейком, командир. Но что же там случилось? Аномалия, варп-ядро, дефлекторные щиты... Без понятия, лейтенант. И это-то меня и беспокоит. Что ж, как бы там ни было, спасибо. И мои поздравления. Перед тем, как перегрузить панель, вы что-то сказали? Транслятор не распознал, но прозвучал как что-то по-русски? Старая поговорка. Глаза боятся, а руки делают. Значит, не узнаешь, пока не попробуешь. Посол? Мы признаем и уважаем ваши культурные особенности. Но должен сказать... Да ладно вам. Я более чем в курсе, что предрассудки моего народа безнадежно устарели по современным меркам. Рад слышать, что вы понимаете это. Есть большая фракция Нутеллар Прайм, выступающая против позиции нашего правительства по этому вопросу. И я, кстати... являюсь ее частью. Кажется, один из величайших земных писателей как-то сказал, ведь право дамы не уступает праву кавалера. Так и сказал, сэр. Нам дуют ветры перемен. Не завидую я ситуации, в которой оказался Звездный флот, но уверяю, вы можете рассчитывать на мою поддержку. Благодарю вас, посол. Навстречу ветрам.
Сэр? Я понимаю, что у нас как-то не заладилось. И все же, спасибо за вашу позицию. Надеюсь, что наши пути еще пересекутся, как и я. Кто знает, может быть, однажды Гаррет будет командовать Энтерпрайзом? Что ж, это 23 век. Все возможно. Да. Спасибо. Капитан? Спок! Должен признаться, что я вплотную подошел к границе эмоциональной реакции. Думаю, что вы бы определили ее как стыд. Стыд, Спок? Стыд. Поскольку разрушение Худу принесло мне некоторое облегчение. Если не против, если бы корабль уцелел, как бы ты проголосовал? О, Спок. Признаюсь, я собирался голосовать против тебя, потому что не хотел тебя терять. Неужели? У меня была мысль отозвать свое имя по той же самой причине. А я подумал приковать тебя к твоему рабочему месту, чтобы ты не смог уйти. Кирк Энтерпрайзу. Энтерпрайз? Скотт на связи, сэр. Скотти, ожидаем прибытия шаттла, будем дома к обеду. Вдвоем.